Привет! Вы на канале Ботана. Я Таня, а это ингредиенты для простого быстрого рецепта десерта, который удивит каждого. Нам понадобится шоколад, орео, банан, маскарпоне и мята. Сперва ломаем шоколад. Полностью ломай. Отправляем его в микроволновку на 1,5 минуты. Каждые полминуты помешиваем. И готовим стаканчики-вазончики для горячего ароматного шоколада. Обмазываем шоколадом стаканчики. Главное удержаться и не съесть его. Я решила делать невысокие. Это половина стакана где-то. Мажу середину, и шоколад стекает по стенкам. Готовый обмазанный стакан можно положить на бок и повертеть, чтобы тщательно и равномерно распределить шоколад. Одной плитки шоколада хватает где-то на 4 стаканчика. Домазываем все до конца. Запах просто божественный. Отправляем стаканы в морозильник на 15 минут. Аккуратно размещайте их. Приступаем к любимому Орео. Бэтмен, класс! Для нашего рецепта достаточно только 8 печенюшек. Отделяем сладкую сливочную начинку печенья в посуду, где ранее топили шоколад. Остатки начинки на печенье не страшны, их не будет видно после дробления. На очереди банан. Я их храню в тканевом мешке в комнатной температуре. Их аромат наполняет всю кухню. Добавляем маскарпоне. Очень вкусный сыр. Я обожаю его использовать в десертах или на бутербродах с красной рыбкой. Половины будет достаточно. Взбили. Начинка однородная и нежная. Можете добавить ваниль. Сахара не надо, она и так сладкая. Поставим начинку в холодильник, пусть подружатся ингредиенты. Время печенья. Отправляем его в пакет, превращаем в землю. Можно отбить скалкой или оторваться кулаками, что я и делаю. Самый сложный этап приготовления. Мой шоколад очень теплый и нежный. Поскольку я теплокровная и руки мои горячие, отделять шоколадные формы оказалось очень тяжело. Шоколад тает прямо на глазах. Разрезайте стакан как можно чаще и снимайте очень аккуратно. Не тревожьтесь, что края будущего горшка неровные. Мы их потом подровняем ножницами, а остатки добавим в начинку. Да, формы, конечно, не удались. Но ничего, главное вкус. Может, у вас получится лучше. Напишите, какие секреты наполнения форм у вас. Наполняем вазоны начинкой, отрезаем неуклюжие края и отправляем опять же в начинку. Шоколадный сюрприз только порадует. Верх вазона может быть неаккуратным. Мы ведь его потом прикроем землей печенькой и не будет ничего видно. Еле сдерживаюсь, чтобы не укусить. Ну вот так. Так намного лучше. Красота. Посыпаем печеньем. Можно немного посыпать и рядом на тарелочку. Ароматное печенье не отличить от земли. Невероятно. Никогда бы не догадалась, что это печенье Орео. Главное не спутать с землей для пересадки вазонов. Добавим теперь наш цветок. Мята прекрасно для этого подойдет. Я возьму свою из подоконника.
Оставлю мужу. Или не оставить? Ставьте лайки и подписывайтесь. Пока!